Поставляется столец посреди церкви. Автор Йока. Я пишу эти строки, потому что я дал обещание своему лучшему другу и однокласснику, самому удивительному ученику нашего 9 Б, Саше Коробкову. Я проспорил ему, что если у него все получится, то в нашем путевом дневнике я напишу художественный рассказ о наших с ним приключениях. Саша всегда поражал мое воображение, поэтому мы и сдружились. Я был тем самым человеком, для которого его сумасшедшие планы не были простым поводом развлечься. Мне казалось, что он вот-вот докопается до какой-то сумасшедшей истины. Я ему всегда верил. Ему вообще было очень легко верить. Он регулярно вспыхивал в нашей тихой классной жизни с совершенно безумными планами и толстенным путевым дневником, с зеленой тетрадью, в которую я как летописец заносил короткие заметки обо всех наших совершенных подвигах. Именно Сашка в 5 классе изобрел и распространял среди поварих с помощью анонимных записок рецепт лавро-яблочного компота. Там было немного меньше сахара, зато немного больше лаврового листа и черного перца. Компот в столовой так и не появился, но я попробовал ее в гостях у Сашкиной бабушки, и получилось, как ни странно, вполне неплохо. Именно Сашка в 6 классе запустил новую модель самолетика, которой на следующий день была засыпана вся школа вместе с окрестностями. К обеду пошел дождь, и после уроков мы провели пару веселых часов под присмотром нашей классухи, набирая с футбольного поля размокшую бумагу в чернилах. Именно Сашка в прошлом году чуть не разнес пустырь за школой, пытавшись получить водород прямо из воды при помощи 2 старых рабочих автомобильных аккумуляторов. Это точно был водород, потому что он воспламенился от спички. В тайну эту Сашка никого не посвятил и даже мне рассказал только после опыта. Бегал он быстро, но так, что загадочный хлопок и происхождение кучи осколков стекла на пустыре так и остались тайной. Я сказал ему, что он полный законченный дурак, а он ответил, что не дурак, и защищался маской сварщика. Утром того понедельника, когда и началось то, о чем я должен написать, Сашка возник посреди шумного школьного коридора с безумным взглядом, нечесанными волосами и растрепанной зеленой тетрадью в руке. За пазухой что-то топорщилось, и Сашка придерживал это локтем. Шагал он быстро, разрезая толпу младшеклассников, как ледокол. За окном еще была густая зимняя темнота. Старые лампочки на потолке неярко мерцали, и увлеченный какой-то новой идеей Сашка выглядел по-особенному таинственно, как будто он опять знал немного больше, чем все остальные в мире, и спешил поделиться этим со мной. Мы пожали друг другу руки, и Сашка без вступления заговорил. «Значит, смотри, у меня есть новый научный проект, для которого нам понадобится 20 литров воды и сборник молитв к Богу». Я скептически посмотрел на Сашку. Это была игра по привычным нам правилам, и мы оба знали, чем все закончится. Разговор начинался с моего скептического взгляда, а к концу разговора я уже совсем соглашался. «Саш, так ведь Бога-то нет». «Естественно, нет. Ты меня за кого принимаешь? Выслушай сначала». «Ну, о теории ноосферы слышал?» Мне пришлось признаться, что о теории ноосферы я не слышал.
Может, ты и Солярис не читал? Солярис я тоже не читал. Эх ты, голова, нахмурился Сашка. Слушай, если много людей во что-то верит, то они этим формируют информационное облако вокруг планеты Земля. Это такая туча из информации вокруг планеты. Чем больше людей верит в какую-то вещь, тем больше места эта вещь занимает внутри облака. А что у нас делают облака? Я в 2 раза более скептически посмотрел на Сашку. Летают, клубятся, клубятся, передразнил меня Сашка. Дождь они делают с грозой, так и здесь информация, которой в ноосфере становится слишком много, дождем проливается в наш с тобой материальный мир. Вера людей превращает вымысел в реальность. Попы освещают воду последнюю 1000 лет. Нет, 2000 лет они верят в это больше, чем в советскую власть. Как ты думаешь, что случилось с ноосферой? Она изменилась. Правильно воссиял Сашка. Ноосфера изменилась. Если всей страной долго верить, что вода, которая особым образом обработана, прогоняет нечистую силу, а вода будет прогонять нечистую силу. Это наука, понимаешь? Сашка, так ведь нечистой силы тоже нет. А внеземной разум есть? Внеземной разум есть. А ты знаешь, что попы про инопланетян говорят, что это такие летающие черти? Теперь знаю. То есть они 1000 лет гнали специальную воду, которая отпугивает и инопланетян, и все, что на них похоже. Сечешь? Я в 3 раза более скептически посмотрел на Сашку, у меня даже пропало терпение. Ты не спрашивай, а рассказывай, что ты придумал. Сашка загадочно улыбнулся. Святая вода – это своего рода вещество-изолятор, которое мешает проявиться на планете всему неизученному наукой. Ее готовят по особым утвержденным правилам. А если провести процедуру в обратном порядке, то можно получить антисвятую воду. Уже не изолятор, а проводник. Вещество-проводник для всего неизученного наукой. Это мне уже нравилось. Вполне интересно, в духе Сашкиных обычных приключений. И объяснение тоже было в его духе. У Сашки отец монтер, я расслабился, и Сашка быстро считал мою реакцию. «Ты в деле?» – уверенно сказал он. «Пожалуй, да», – неуверенно согласился я. «Но дело-то не выгорит. Давай так. Если выгорит, напишешь научно-приключенческий рассказ, как для техники молодежи. Туда и отправим. Расскажем, как все красиво получилось. Так не напечатают». «Ну и что не напечатают, пусть будет. А ты вообще знаешь, как святую воду готовят? У бабушки есть требник, там все написано. Нужен еще большой крест, он тоже у бабушки есть. Я его по-тихому одолжу, она и не заметит, что туда получится. У нас все по науке. И когда мы будем ее антиосвещать, а когда делают самую святую воду?» Испытующе спросил Сашка. Я задумался. «Вот прямо самую-самую святую». У Сашки заискрились глаза. «На Пасху какую-нибудь», с надеждой сказал я. «На крещение», сказал Сашка. «Разочаровываешь. Ты что, про крещенскую воду ни разу не слышал? Про купание эти все в проруби, про то, что вода получается настолько святая, что ее после еды нельзя пить. Можно только до еды, а если ее выпьет смертельно больной, то или через 3 дня выздоровеет, или сразу в рай. По мне, так лучше уж сразу в рай». Я перебил Сашку, сказав, что про крещенскую воду все знают. Мне было интересно, что там дальше по плану. «Ну так вот, если самая святая вода получается на крещение,
то и самое антисвятая получится на него же. Лучший проводник в мире. Это будет ночь с воскресенья на понедельник. У нас как раз выходной, но надо подготовиться. Нужно переписать текст специальной молитвы и емкость свою принести. С тебя емкость, с меня крест, молитву вместе перепишем. Я уже смотрел. Там много. А зачем переписывать? Давай из книжки прочитаем. Ты это не прочитаешь, поверь на слово. Читать-то будем задом наперед. Это очень важно. И крест вверх тормашками окунать будем. У нас обратная процедура со всеми вытекающими. И где мы будем все это делать? Пойдем вечером в воскресенье во враг по Садским баням. А что там? Там родник со старой беседкой с крестом. Не с собой же мы будем воду таскать. К тому же по условиям нам обязательно нужно что-то похожее на церковь. И не прогонят. Ночью-то. Там ночью никто не ходит. Там и днем нет никого. Когда-то ее кто-то сколотил, потом ее подновляли, но этот человек уже, наверное, помер лет 10, как смотри. Требник вот. Сашка осторожно отпихнул меня за шкаф и достал из-за пазухи засаленную толстую книгу с обложкой из досок, обтянутых кожей. На обложке витыми буквами красовалась надпись «Требник Кинберт». Во, слегка напрягшись, прочитал Сашка. Смотри, здесь я закладку сделал, где про малое водосвятие. И пометил карандашом. Нужно все переписать в путевой дневник в обратной последовательности от конца до начала, и чтобы все слова тоже были написаны наоборот. Тогда первые буквы станут последними, а последние первыми. Я переписываю сначала, ты переписывай с конца. На середине встретимся, вот тут, где черточка. Текст был чудноват. Витые буквы на каком-то дореволюционном языке сплетались во что-то дикое, а столько твердых знаков я в жизни не видел. И иероглифы какие-то, а на русском ничего нет. Уж что есть, пожал плечами Сашка, рано или поздно станет понятно. А твердые знаки нужно переписывать? Это не твердый знак, а ер. Важно, поправил Сашка. Бабушка говорила, что раньше их везде писали, совсем везде. Ну вот еры эти нужно? Да, не обязательно. Ты их все равно никак не прочитаешь. Можно же так и читать. Требникер будет ер Кинберт. Нельзя, это не по правилам. Ни один поп так делать не будет. Всю процедуру испортишь. В общем, суй в портфель и никому не показывай. Если слова получатся сложными, можешь поделить их на части, где захочешь. Главное, как звучат. И в четверг, чтобы вернул. У нас мало времени, домашка же еще. Я приоткрыл портфель и аккуратно засунул требник между задачником по физике и русской литературой. Что-то похожее на 20-литровую емкость дома есть, продолжил допрос Сашка. Таз бельевой есть, большой такой, железный. Сойдет. И еще. Фразу Сашки перебил звонок, и он, резко обернувшись, бросился бежать, чтобы успеть на свою любимую физику этажом выше. Я за ним. Остаток дня Сашка хвастался мне на переменах тем, как хорошо все в итоге получится, а на уроках переглядывался со мной и хитро щурился.
Было здорово. Знать о тайне, в которую не посвящен больше никто. Всегда здорово, особенно если совершаешь почти что преступление. Мы обсудили все очень внимательно и взяли друг с друга обещание хранить наш секрет до тех пор, пока все не исполним. Вечером в воскресенье Сашка скажет своей семье, что ночует у меня, а я своей, что ночую у Сашки, чтобы вместе готовиться к проверочной на понедельник. С собой я возьму таз и навру, что у Сашкиной бабушки прохудился таз, и он просил одолжить наш дня на 2. Воду наберем на месте. В четверг я верну Сашке требник, а в среду нужно сходить на разведку во враг, подготовить место. Из школы я пришел изрядно уставшим. Сашка сразу мне позвонил, будто почувствовав, что я уже дома. «Пишешь уже?» «Пишу», – проворчал я, спинывая сапог. «Ну ты давай пиши». «Да пишу я». «Вот и пиши. Сашка, да-да, заткни фонтан, а?» «Нет проблем, коллега», – задорно усмехнулся он и приложил трубку. Родители еще не вернулись, и я повесил пиджак на плечики, проверил дверь в комнату за спиной, зажег настольную лампу, выложил на стол наш путевой дневник и открыл злополучный требник на Сашкиной закладке. Выцветшие слова все еще читались хорошо, но были не вполне понятными. Я не думаю, что и сам Сашка знал, что все они означают. Большинство букв были очень похожими на русский алфавит, но встречались и украинское и вездесущий «ер», и 2 разные буквы «з», и 3 разные буквы «а», и еще несколько ни на что не похожих закорючек. Аминь. Ныне и присно, и во веки веков благодать и благословение Иорданову. Так это будет нема, бормотал я себе под нос. Потом у нас Вакев и Киев. Сашка перезвонил еще через 5 минут. Ну как, непонятно. Так и должно быть. В Сашкином голосе послышалось торжество. А если я ошибусь? Я вспомнил каракули с путевого дневника. Там точно уже было полно ошибок. Мы же не заклинания читаем. Может, поп вообще гнусавит, шепелявит. Главное, во что он верит. Главное, смысл. Понимаешь? Понимаю. Слушай, а почему мы вообще переписываем про малое водосвятие? У тебя что, не нашлось про большое водосвятие? Такое бывает вообще? Если есть малое, значит должно быть еще и большое. Не обязательно, да и не важно. Самое главное, что на крещение. Ну так что, ты там пишешь? Я бросил трубку и вернулся к рукописи. Вот как совершаются открытия. Миофт, Мабар, Ясми, Щапорки. Юит, Явсо, Иит, Сичо. Ха, Дови, Зетси. Ха. На следующий день в школе мы добавили в тетрадь список всего, что необходимо для эксперимента. Поставляется столец по среде церкви поволокою покровенной, читал я, водя пальцем по строчке. Нам нужен стул какой-нибудь и полотенце, расшифровал Сашка.
Священник же взем епитрахиль и филонь нося. Что это вообще? Просто пропустим, нам не надо, мы не попы. Держа в руце честный крест Васильки. Васильки это для кропления. Мы малярную кисть возьмем, очень удобно. Так, тут еще про какую-то кадильницу и свечи. Я парафиновые принесу и кадильницу из консервной банки сделаю. А что это такое? Такая железная штука, ты в нее кладешь ладан и поджигаешь, а он дымит. Я в БСС смотрел. Ты там пишешь? Наполовину написал, глаза болят. Там еще, Господи помилуй, 40 раз, но я один раз написал. И правильно, 40-то зачем? Еще бы. Сашка, стези в водах это про что? Стезя это дорога, значит дорога в воде. Ты глупые вопросы то не задавай. Вот сам попишешь, что отупеешь. Я вернулся домой и взялся за требник. Патриарха из текста я по совету Сашки выкинул, и митрополита тоже. Воды это все равно не касалось. Текст писался слишком медленно, клонило в сон, уроки я тоже не сделал. Чтобы не сбиться, я снова проговаривал слова внутри своей головы, разделяя их на слоги. На мгновение ко мне подступило чувство, что я поступаю неправильно. Слова, которых были старше, чем мы с Сашкой, старше, чем наши родители, чем наша школа, чем наш город, внушали какое-то уважение своей древностью и странностью. Я почувствовал, что их нельзя выворачивать, просто нельзя. Нельзя и все. Почувствовал, что существуют странные, скрытые от нас с Сашкой правила техники безопасности, касающиеся этих непонятных слов. И эти правила мы прямо сейчас с такой радостью нарушаем. Потом я сказал себе, ну и что это за суеверие? И тревожащее меня чувство прошло, улеглось где-то глубоко внутри. И я продолжил. В среду мы пошли на разведку засветло сразу после школы. Небо затянули облака, падал мелкий снег. Я завернул с собой котлету из столовой в 2 кусках хлеба, и по пути мы съели ее пополам. Посадский овраг уходил вниз от автомобильной дороги, ниже подгнивших яблонек, ниже труб теплотрассы, и от глаз его скрывали густые кусты репейника. Откуда-то с другой стороны дороги слышался собачий лай, голые деревья скрипели на ветру. Я немного поморщился, представляя пустой безлюдный овраг воскресной ночью. Сашка, скорее всего, тоже об этом беспокоился, потому что спускались мы молча. Только один раз он спросил: «У тебя там крест уже окунули?» А я ответил: окунули. Через кусты репейника мы прошли почти без потерь, разве что я поймал шапкой 2 комочка. За репейником на весь овраг раскинулось поле из сухих колосков какой-то луговой травы в человеческий рост. Среди сугробов бежал заваленный всяким барахлом ручей, который уходил под полуразрушенную деревянную беседку с куполом, торчащую посреди оврага. Крест на куполе накренился и потускнел. Настежь распахнутая дверь висела на одной ржавой петле. Сквозь прорехи крыши виднелось серое небо. Начинало темнеть. «Убраться бы здесь», — сказал Сашка. «Для чистоты эксперимента, что ли?»
Сашка не засмеялся. Мы стопали друг за другом след в след, стараясь не продавить корочку Наста. Не продавить корочку Наста. Я прочел вывеску на стене беседки, разбирая едва заметные слова. «Часовня во имя Святаго». Дальше краска облупилась полностью. Мы вошли. Под ногами хрустнул наст. В стенах, как и в потолке, не хватало досок. Из правой от входа стены выходила ржавая железная труба, загнутая крючком. Из трубы лилась струя воды, падала в квадратную дыру, вырубленную в полу, и оттуда журчала куда-то дальше. «Идеально», — сказал Сашка. Он немного приободрился. «Так нам нужен столец. Я по дороге табуретку видел. Пойдет». Мы притащили табуретку и разместили ее в центре часовни, как могли устойчиво. «Сколько у нее ножек отвалится, одна или две?» — спросил Сашка. «Сплюнь», — сказал я. Сашка сплюнул. «Возьмем еще молоток с гвоздями. Запишешь или забудешь?» «Забуду», — сказал я. Больше делать было нечего. Мы вышли. В дверях я обернулся и посмотрел на табуретку. Стоит себе. «Да никто ее не возьмет», — сказал Сашка. «Пойдем. Тебе еще требник переписывать». Я писал 3 дня и вернул требник в четверг. У Сашки тоже вышло 3. Писал он куда быстрее, потому что не вчитывался, не мучился, разделяя написанные по слогам, а просто скатывал требник слово за словом крупным почерком. Раз по 5 за вечер он звонил мне, спрашивал совета и делился какими-то мыслями. Он не говорил «алло», кажется, его вообще не волновало, что поднимает трубку. Так что я старался добежать до телефона первым. Слово «лик» означает, что поют хором, то есть это несколько человек, так что там, где начинаются слова хора, мы читаем вместе, ладно? А ты хочешь быть за того попа, который диакон, или за того, который священник? Может, по очереди, у диакона слов больше. А ты везде подписал, кто это читает? Я ж показывал. Точно, ты ж показывал. Мы все успели. 18 января ровно в 9 часов вечера мы встретились под фонарем во дворе Сашкиного дома. С балконов матери звали припозднившихся детей, хлопали двери подъездов, звезд на небе не было, зато снег шел хлопами. Я притащил с собой таз для белья и обещанный молоток с гвоздями, завернутый в тряпку. На Сашке был походный рюкзак, в котором что-то звонко звякало при каждом шаге. «Кадильница», с гордостью пояснил Сашка, с ладаном запах во. «Пойдем». Я этот момент очень хорошо запомнил. Я ни один момент так хорошо не запоминал. Он стоял под фонарем, в шапке на бекрень, улыбался. На плечах у него уже налип снег и в свете фонаря сверкал. И глаза у него сверкали, он даже сапоги почистил. Никогда он этого не делал, а тут почистил. Может, для красоты момента, или решил, что у ученого должны быть чистые сапоги. Я тогда обратил на это внимание, но не спросил у него, забыл спросить. Мы очень быстро дошли до оврага, фонарей вдоль дороги не было, луны мы не видели. Под ногами скрипел свежий снег, страшно не было, но мы были взбудоражены и болтали обо всем на свете наперебой. Сашка нарочно подпрыгивал и звякал кадильницей в рюкзаке, а я подсвечивал ему дорогу фонариком, чтобы он не споткнулся. Нести таз одной рукой было неудобно. Я пинал его коленом по дну, получилось похоже на бубен. Опять залаяли сапоги. «Вообще хорошо, что у нас есть молоток. Подойдет для самообороны», — сказал друг Сашка. «Тут же нет никого». «Вот именно». Перед репейником я передал ему фонарик, перехватил таз в правую руку, а левую сунул в карман.
Твоя очередь светить, у меня руки замерзли. Ты батарейки давно менял? Вчера заменил, свежие батарейки. А ты спички взял? Ты думаешь, я совсем дурак? Свечи взял, а спички нет. Я не думаю, я спрашиваю. Подловил, Сашка опять подпрыгнул. Консервная банка в рюкзаке брякнула. Табуретка никуда не делась, а вот наши следы за 3 дня замело. Сашка кинул мне полотенце, я накрыл им табуретку, поставил сверху таз и пошатал его руками. Не опрокинется ли? Сашка возился с рюкзаком, доставая оттуда свечи. «Куда натыкаем?» – спросил он. «Давай прямо в снег, больше-то некуда». Я светил, а Сашка расставлял свечи, 3 новых и 2 огарка. Потом он достал спички, мы минут 5 пытались их зажечь и потратили полкоробка. Спички ломались, потому что пальцы немели от холода и гасли непонятно почему. Наконец Сашка сказал, что свечи в церквях все равно нужны только для освещения, и фонарика нам хватит. Агарок в консервной кадильнице все-таки загорелся, и Сашка воткнул в плавящийся парафин кусочки ладана. Пошли за водой. Я взялся за одну ручку таза, Сашка за другую. Мы наклонились и подставили таз под гнутую трубу. Вода ударилась об дно с жалобным звяканьем, запахло плавленным ладаном. «Доверху доливать будем?» – спросил я. «До краев давай». «Тяжелый, блин. А что ты хочешь? Потерпи ради науки. Великое же открытие совершается». Я не понял, шутит он или нет, его лица в темноте не было видно. Мы донесли таз до табуретки, а ледяная вода выплескивалась на наши руки и на снег, но меня это уже не волновало. Табуретка выстояла. Сашка достала с рюкзака последние вещи. Путевой дневник с нашей рукописью, малярную кисть и простой деревянный крест, который положил на край таза. «Держи тетрадь, я посвящу. Мы сейчас с коллегой сделаем чистое вещество-проводник для всего не изученного наукой». Я раскрыл путевой дневник, посмотрел на свои каракули, на черные провалы в стенах, на воду в тазу, не отражавшую света из консервной банки. Запах ладана становился горьким. «Сашка, а зачем нам вообще это все, не изученное наукой?» Он даже не задумался. Как зачем? Одно из важнейших свойств эксперимента – его повторяемость. Если получится сейчас, наука сможет это изучать. Я перехватил тетрадь поудобнее. Сашка посветил на страницу фонариком, и я прочитал первую строчку. «Нима, Вакиев, Икиев, Ови». Если когда-то эти слова и казались мне древними и пугающими, то вслух это прозвучало нелепо и глупо. Поэтому я хихикнул. Сашка шикнул на меня и торжественно продолжил. «Он сир, пи, енын, мохут, миов, тми, щаров, товиж и...» Мы читали, запинались, путались в ролях и читали дальше. Долго читали, во рту пересохло. Я несколько раз терял строчку. Сашка на меня шипел и продолжал с того места, где я сбивался. Консервная банка успела потухнуть, снаружи была полная тишина. Я не ориентировался в тексте, но Сашка, наверное, разбирался. Когда он протянул руку, я вложил в нее малярную кисть. Сашка медленно погрузил ее в темную воду, поднял над головой и брызнул вверх, в сторону и на меня. Я вздрогнул и утерся рукавом пальто. Сашка повторил движение еще 2 раза. Вверх, перед собой, направо и на меня. Последняя очередь. Потом вернул мне кисть и взял крест. Поцеловал крест, протянул мне. Я повторил за ним. Стало холоднее.
Я не хочу больше ничего выписывать из нашей тетрадки. После того, как мы поцеловали крест, было от точки до точки еще 4 предложения. Одно прочитал я сразу же после малярной кисти, а остальные были полностью одинаковыми. Там нужно было трижды прочитать одно и то же. Я помню, что именно после этих 3 повторений он должен был взять крест, перевернуть его вверх тормашками и погрузить в воду. Мы договорились еще тогда до оврага, что за крест полностью отвечал Саша, потому что это он его принес. И все это было его идеей, и это был самый важный момент того, что мы задумали. Саша стоял напряженный, как перед прыжком в длину. Фонарик в его руке трясся, пятно света ерзало по странице. А я читал, и, по-моему, у меня дрожал голос. А когда я произнес последнее слово и замолчал, Саша взял крест и окунул его в воду. И с той стороны у него крест что-то вырвало, и крест очень быстро исчез под водой. Я видел, как Саша сначала отскочил и стоял растерянно и неподвижно, а потом зачем-то засунул до локтя рукав и сунул туда руку. Засучил до локтя рукав и сунул туда руку. Мне было непонятно, что случилось. Я сначала даже подумал, что это розыгрыш. А потом он очень тихо сказал: «Там нет дна». И достал пустую мокрую руку. Я еще несколько секунд думал, что он меня так разыгрывает, хотя сердце уже билось очень сильно. А таз был совсем рядом. Я нагнулся и посмотрел на черную воду, и вода была совершенно неподвижной, по ней не шли никакие круги, а Саша продолжал еще тише: «Там нет дна, это емкость без дна, там бездна». Он посветил воду фонариком, и свет фонарика на воде не отразился. Тогда я понял, что уже помню то, что почувствовал. Это уже было в детстве. Я выходил ночью в деревенский огород и светил фонариком в ночное небо. Сначала мне просто было странно и страшно, потому что луч света тонул в ночи и ни от чего не отражался. Потом я стал играть в то, что там в космической бездне мой фонарик могут заметить. Я стоял с запрокинутой головой, пока голова не закружится, мигал фонариком в ночь. Ждал, что мне из пустоты мигнут в ответ. Когда я уставал смотреть в ночь и засыпал, приходили тягучие кошмарные сны, от которых было очень тяжело проснуться. В них мои сигналы замечали, и тогда я чувствовал, как из бездны на меня смотрит что-то древнее, чудовищное, живущее за далекими звездами. Я просыпался в ужасе, звал на помощь, обещал себе никогда больше не выходить на улицу после темноты, а потом наступала новая ночь, и тогда я снова выходил в огород, снова зажигал фонарик, снова светил небо до головокружения. А я стоял над темной, неподвижной поверхностью воды, видел, как дрожит фонарик в руках Саши, и понимал, что там внизу на самом деле уже нет никакого дна. Там бесконечная глубина, абсолютная бездна, невозможное, невероятно. И прямо сейчас что-то, живущее в этой бездне, видит свет нашего фонаря на воде, притаилось у самой поверхности и ждет. «Понимаешь, космический контакт», – растерянно сказал Сашка. Я толкнул его от поверхности воды и ударил по фонарику. Фонарик погас и упал на снег. Сашка стоял, оцепенев, и продолжал смотреть на воду.
«Беги, дурак!» – закричала, срывая голос, и протянул его к выходу за рукав. Он вздрогнул и побежал за мной. Мы бежали, тяжело дыша, проваливались в снег по колено, падали, вставали и продолжали бежать. Сердце бешено билось, руки и ноги дрожали. Я не думал о том, что произошло, не думал о том, что будет дальше. Думал только о том, что нужно как можно дальше убежать от проклятой часовни, пока еще не поздно. Мы продрались сквозь репейник, пробежали вдоль трассы, пробежали неосвещенные гаражи. После гаражей начались дворы, где уже горели фонари, но мы не сбавили бега, а бежали, не останавливаясь, до самого дома Сашки, где упали в повалку на заснеженную лавку. Там я понял, что моя рука все еще сжимает путевой дневник, и меня начало пробивать на смех, а Саша молчал. Он сидел неподвижно и еле заметно дрожал. «Ты чего?» – закричала я. Я нормально. У него был очень слабый голос. Мне холодно просто. Может быть, я тоже трясся, но этого я уже не помню. Никакой разницы. Все равно я помню тот наш разговор. И Сашу помню. И никогда не забуду. Тетрадь нужно сжечь. Я тебе сожгу. Голос у Саши стал немного громче. Там все наши данные. Я снял у него с шапки репейник и сбивчиво начал утешать. Все уже нормально, мы убежали, мы дома, мы живы, все хорошо, мы даже до конца все это не доделали, так что все нормально. Папа меня убьет, он меня убьет за рюкзак. Тут я захохотал. Да заберем мы рюкзак, что с ним сделается? Ну убьет, и что, у нас есть данные. Никто тебя не убьет, мы живы и все хорошо, мы живы, все хорошо. Тут еще космический биолог. Я встряхнул Сашу за плечи. Да, что ты заладил, мы живы, значит все хорошо. Просто мне кажется, я под фазу попал. Да что тебе там кажется? Когда кажется, мне пришлось ударить себе по щеке, а потом я опять захохотал. Мы создали вещество-проводник и фаза. Саш, нет никаких фаз, пойдем домой, нужно идти домой. Мы вместе встали с лавочки, помогая друг другу подняться. Только тогда я понял, как тяжело дышать после этого бешеного бега. Это не важно было, если подумать, но я это понял. Я помог Саше подняться вверх по лестнице и довел его до второго этажа. Он все еще говорил очень тихо и все еще немного трясся. Самое главное это то, что мы живы, все хорошо, твердо сказал я. Да, согласился Саша, я с тобой останусь, забыл, сегодня ночью у тебя. Ночую у тебя. Не получится, папа не разрешит, он не любит, когда его обманывают. Ему еще нужно меня убить, а при тебе ему будет неловко. Саша попытался улыбнуться, и я увидел, что губы у него тоже дрожат. Мы завтра встретимся, все обсудим, убеждал я его. Да, и я тебе утром позвоню. Он кивнул, немного неловко попятился и позвонил в звонок. Я начал спускаться вниз по лестнице. «Сашка, будешь ложиться спать, двери запри». Он еще раз кивнул, за его спиной раздались рассерженные голоса. Саша замер в дверном проходе, посмотрел на меня в последний раз какой-то тоской, потом развернулся и зашел в квартиру. Я стоял на площадке, пока голоса за дверью не замолчали, а потом пошел домой. Заснул я быстро и проснулся поздно. Утром Саша в школе не появился. Я как на иголках сидел первые 2 урока. К концу второго урока классная сказала, что она сейчас узнает, заболел Коробков или прогуливает. Выписала на листочек из журнала номер и пошла в бухгалтерию, где стоял второй телефон. И когда она вернулась, я по ее виду сразу все понял, но еще не верил. Ее сразу стали спрашивать, что случилось, и я молчал. У Саши ночью был сердечный приступ. Они продолжали задавать вопросы, обычные вопросы. На их месте у меня были бы такие же. Они спрашивали, что с ним, все ли в порядке, в какой он больнице. А классная молчала, наверное, ей тоже было тяжело.
Потому что когда она сказала, что Сашу не откачали, она закрыла лицо руками и выбежала из класса. И я выбежал сразу за ней. Я не осознавал, как бежал по улице и пришел в себя только в часовню. Таз с прозрачной водой стоял на табуретке. Поверхность воды покрылась тонкой такой ледяной паутинкой, а в лед вмерз крест Сашиной бабушки, рюкзак, фонарик, консервную кадильницу и все остальное, что мы оставили на снегу, замело ночным снегопадом. Все это было так глупо. Я подошел к табурету и пнул его. Таз слетел, вода пропиталась в снег, а я кричал и бил кулаками по сугробам, расшвыривая влажные комья. Никакой бездны здесь больше не было. Бездна ушла из часовни сразу же, как только оттуда сбежали мы. Потому что таз с водой, деревянный крест, бессмысленные слова из тетрадки — все это просто игра. Никакого проводника из них не получилось и никогда не получится. Даже мой суеверный страх перед ними тем вечером ничего не значил. Проводником стал сам Саша. Сигналы, которые он подавал, были слишком яркими. И что-то с той стороны эти сигналы заметило. И той ночью Саше от него пришел ответ. Может, это что-то ничего такого и не хотело, просто ответ не был рассчитан на человеческий разум. Был слишком неземным, слишком странным, и Саша его не перенес. Наверное, сейчас, когда я это пишу, мне уже что-то понятно. Я всегда верил в Сашку и сейчас верю. Он же упрямый. Если он из нашего мира смог достучаться до какого-то другого места, то доберется и обратно. Ведь если стези в водах многих, и чем сильнее я в это поверю, тем легче ему будет на обратном пути. Может быть, он не совсем умер. Может, он просто ушел в места, не изученные наукой. Может, ему не очень страшно в этих местах. 8 февраля 1976 года.